3年，我回来了。国家之门万国之地，我之皆在下起招呼。 Лотос ярости Будды, созданный Сяо Янем, можно назвать супербоевым умением с неограниченным потенциалом. Пятицветный лотос ярости Будды, шестицветный и далее. Это нам еще предстоит увидеть. На данный момент сильнейший лотос ярости Сяо Яня – слияние 4 видов небесного пламени. Этот лотос удивил всех в клане Гу, ведь таким образом Сяо Янь победил генерала Гу Яо. Но вскоре он использует лотос уничтожения 4,5 типов огня, а если точнее, это 4 типа небесного пламени и одно псевдонебесное пламя – пламя преобразования жизни. Это явило невиданную мощь. Шестицветный лотос не максимальный, есть куда страшнее и сильнее. В этом видео мы подробнее поговорим о сильнейшем лотосе Сяо Яня из когда-либо созданных. После слияния 6 типов небесного пламени родился огненный ребенок. В больших глазах крошечного огненного ребенка пылало розовое пламя, и оно упало на Сяо Яня в тот момент, когда ребенок появился. Сяо Янь назвал его «маленьким И». После добавления 6-го небесного пламени сила Сяо Яня увеличилась на несколько этапов. Это является просто качественным изменением. Столкнувшись с Лэйином, главой клана Лэй, что находится на 8-й звезде Святого, ему потребовалось мобилизовать половину своей силы, чтобы заблокировать удар. Пламя быстро собралось в ладони Сяо Яня и ударило вперед. Оно сразу собралось в восхитительный шестицветный пламенный лотос. В тот момент, когда образовался огненный лотос, внезапно вспыхнула волна истребления, которую невозможно было сдержать. Это заставило Гу Юаня, лидера древнего клана, прищуриться. «Какой страшный огненный лотос!» Все из клана Гу с серьезным выражением наблюдали за огненным лотосом на ладони Сяо Яня. От него исходило страшное ощущение опасности. Было неожиданно, что огненный лотос Сяо Яня, созданный после его продвижения в класс святого, на самом деле обладал такой мощной силой. Интересно, что после шестицветного идет сразу слияние 8 видов небесного пламени. Лотос из 7 цветов в книге не упоминается. Что же из себя представляет лотос ярости Будды 8 типов небесного пламени и насколько он силен? Если коротко, 8-цветный огненный лотос сравним с самоподрывом 7-звездного святого Доушен. Давайте перечислим те виды небесного пламени, что вошли в него. Первое – пламя сине-зеленого лотоса. Второе – пламя падшего сердца. Третье – леденящее кости пламя учителя. Четвертое – пламя 3000 звезд. Пятое – пламя морского сердца. Шестое – лотос очищения, занимающий 3-е место в рейтинге. Каким же было 7-е и 8-е? Это пламя духа жизни, что занимает 5-е место в рейтинге небесного пламени, и пламя духа земляной черепахи, занимающее 13-е место в рейтинге. После того, как клан Хунь напал на клан Яо, Сяо Янь на уровне святого 5 звезд воспользовался помощью пламени духа жизни и пламенем духа черепахи, что принадлежали экспертам клана Яо, и объединил свой шестицветный огненный лотос в 8-цветный лотос, чтобы разорвать пространство царства Яо, запечатанное пламенем пожирания пустоты. Одним движением он не только сломал пространственную печать пламени пожирания пустоты, а это на минуточку 9-звездный Доушен, но и смог серьезно ранить эксперта на 7-й звезде святого. Эта сила была сравнима с мощью самоподрыва или самоуничтожения 7-звездного Доушена. Его сила действительно разрушительна. Именно с помощью этого 8-цветного огненного лотоса Сяо Янь тяжело ранил Хунь Яня, 7-звездного святого поздней стадии, одного из 4 монстров святых клана Хунь, и сбежал. Неописуемая истребляющая сила пронеслась во всех направлениях по небу. Горный хребет внизу, который и так был полон дыр, превратился в красную землю. Ужасающая высокая температура расплавила весь горный хребет. Очищающее пламя лотоса образовало огромный огненный барьер перед ними. Только так Сяо Янь и его группа избежала вовлечения в атаку. Хунь Янь был серьезно ранен, а волны энергии уничтожения, исходящие из центра, были буквально разорваны, в результате чего образовалась пространственная трещина длиной в несколько десятков метров. Но если вы думаете, что это финальный лотос Сяо Яня, то вы ошибаетесь. Есть еще сильнее. Возможно, вы подумали о лотосе Сяо Яня, когда он уже стал
Доуди. И это так. Но интересно, что в битве с Хунтяньди он не использовал лотос небесного пламени. Почему? Почему Сяо Янь, который раньше своей атакой лотоса мог уничтожать все на своем пути и даже победить небеса и землю, вдруг затих в битве с Хунтяньди? Если копнуть глубже и обратиться к оригинальной новелле, становится ясно, за этой ситуацией скрываются 3 уровня пугающе продуманных причин. Сегодня разберем все по полочкам и выясним, почему коронная техника Сяо Яня, по сути его сильнейший прием и самая мощная атака, внезапно исчезли в решающий момент. Первая причина – роковая слабость лотоса ярости Будды. Обоюдоострый меч, который убивает 1000 врагов, но ранит 800 своих собственных товарищей. Да, к сожалению, это главная слабость лотоса – уничтожение всего на своем пути. Взрыв небесного пламени не выбирает, кого убивать. Вторая причина – отдача лотоса, слившего множество небесного пламени. Мы прекрасно знаем, как работает эта техника. Огненный лотос – это мощный прием, в котором Сяо Янь насильно сливает вместе несколько типов небесного пламени. По сути, это как взорвать сразу кучу ядерных бомб, связанных вместе. В оригинале четко указано, чем больше видов пламени сливается, тем сильнее нагрузка на тело. Например, когда Сяо Янь использовал слияние всего 3 видов пламени, его рука буквально обуглилась, и только леденящее пламя смогло ее восстановить. А в финальной битве против Хунтяньди тот уже достиг уровня императорской души. Даже если Сяо Янь соберется и использует все 23 типа пламени, он сам при этом будет, вероятно, мгновенно убит. Проще говоря, эта техника, если погибать, то вместе. Своего рода самоубийственная атака. Даже при всей защите Сяо Яня он не может просто так взять и убить себя ради мощного удара. И к тому же, учитывая истинную форму Хунтяньди, даже если огненный лотос и уничтожит его тело, он все равно сможет переселиться и возродиться. В итоге это просто пустая трата энергии. Третья причина. Последнее использование лотоса немного испугало Сяо Яня, так что он эмоционально не был готов снова его создавать. Если внимательно смотреть сюжет, можно заметить, что лотос ярости Будды в последний раз блеснул в момент, когда Сяо Янь спасал Сюнэр. Тогда Сюнэр чуть не погибла. С тех пор Сяо Янь почти не использует этот прием. Не потому что не может, а потому что боится снова навредить тем, кто рядом. А в финальной битве рядом с ним были королева Медуза, Сяо Исянь и другие близкие. Если бы он еще раз применил огненный лотос, то всех их задело бы ударной волной. Для него куда важнее сохранить жизни близких, чем уничтожить все вокруг мощной атакой. На самом деле вся эта цена подчеркивает ключевую тему – взросление. Истинная сила не в разрушении, а в защите. Многие считают, что неиспользование огненного лотоса в финале – это провал боевой логики. Но если понять суть оригинала, становится ясно, путь Сяо Яня – это путь от мстителя, взрывающего Юньшаня, до защитника. А что вы думаете об этом, напишите в комментариях. Так какой же будет последний лотос Сяо Яня? Он использовал его на уровне Доуди, однако позднее. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!